Всем привет! Сегодня у нас 6 апреля. Решили выехать на металлокоп. Вот прошелся я по этой полянке. Здесь, видимо, было небольшой, тут съезд на поле. Небольшая была стоянка, где техника, возможно, ремонтировалась. Прошелся немножко. Вот первые находки. Это вот похоже на корзину сцепления с чего-то. Вот такая цепь приводная. Трак. И тут пару жестянок. Последний металлокоп был у нас под дождем. Я вечером приехал. У меня сразу поднялась температура. И на 3 дня я слег. Даже по сегодняшний день меня водит немножко. Я думаю, сегодняшний коп меня вылечит, надеюсь. Наша цель сегодня. Сейчас я подойду. Наша цель сегодня просто приехать в разведку. Взяли мы с собой надувную лодку, и нам надо будет перебраться на ту сторону. Потому что в обход я не знаю, куда эта канава идет. Может, километры, а может, там за поворотом где-нибудь будет съезд. Вот, друзья, еще один сигнал здесь, но он показывает глубокий. То ли плита будет, то ли что-то из металла. Но я думаю, это будет плита. Сейчас я подкопаю немножко и покажу. Вот у нас показалась цепь. Там может какие стропы с крана. И она уходит еще глубже. Вот я еще трогаю звено. Вот она, хорошая. Сейчас я ее выбью от земли. Тут вес такой нормальный. Вот она все идет. Вес нормальный, килограммов около 100. Еще один довольно-таки веселый сигнал уже. Нет, снега ступица. Вот Серго подошел, разминая кости. Да сейчас поплывем. Тормозный барабан.
сколько надо было ему пролежать. Ведро с солидолом. Вот трак. Каточек. Переплыли мы на эту сторону. Вот тут такая местность. Вот эта вот дамба идет по кругу. Тут, я не знаю, или торфразработки были, или мелиорация какая-то. Факт в том, что разведка у нас прошла хорошо. Металл есть. Покопаем немножко. И приедем на днях на полноценный коп. Хорошая звездочка. И снова всем здравствуйте. Мы снова на копе. Прошло 2 дня с тех пор, как мы были. Вот приехали сегодня. Уже с другой стороны. Первая находка. Какой-то ролик. Куски троса. Там Сергей звонил мне. Сказал, поднял цилиндр хороший. Гидроцилиндр. Такой на килограммов 70. Вот я тут нашел еще кое-что. Так, центр словили. Заварил я лопату, вот так вот удлинил ее. Ну, вроде бы копать уже полегче, чем маленькой. А то надоело слушать всех. Опа. Вот такой вот вал. И прямо наверху. В прошлый раз мы забрали весь металл, который позавчера были. У нас получилось 480 килограммов. Но я не показывал. Там шлюз
выкопали. Ну, вы не подумайте, что сорвали. Не, он был в торфу закопанный. Ну, видно, снесли его. Ну, такой нормальный он был. Небольшой, маленький, ну, килограммов около 100. Ну, где-то кое-что и оставили. Потому что на лодке переправлять, мы весь металл на лодке переправляли. И копали до темна. Так что мы еще оставили килограммов под 200. Так, ну все. Тут больше нету. Пойдем дальше искать. Я уже повстречался с гадюкой. Так что, копатели, будьте осторожны. Гадюки уже проснулись. Но она вялая была. Я ее обошел стороной. Еще после спячки не отошла. Вот такой вот цилиндр. Тут метра полтора. Ну и не легенький. Лежит себе еще как новая. Вот такой вот мелочевки тут. Тут просто вся земля звенит. Вот такие детальки. Хорошие, литые. Пальцы. Подшипники. Миска. Когда-то механизатор, водитель техники какой-то обедал. Кстати, время уже ближе к обеду. Надо и нам подтягиваться к машине и обедать. Еще немножко походим. О, на этом же месте. Хорошо, что я искателем прошелся. Вот еще одна цепь. Она как новая. О, тут еще что-то. О, это еще тарелка. Как новая. Ни выработки никакой. И гнется даже. Хорошая звездуля, шестерня. Ничего себе. Зубья. Вот хочу показать. Какая-то интересная находка. Она похожа как дуло какое-то. Ну вот цевье. Все, отверстие есть. Вот. Мушка. Такая. Не понимаю. Ну и с резьбой. Вот тут какая-то прорезь, как будто бы под мушку смотреть так. Какой-то пулемет.
походу. Откуда он тут? Если тут трактора стояли. Пойдет металл. Вот такой вот мелочевки. Тут просто вся земля усланная. Такие хорошие куски, литые. Подшипники. Один подшипник, о, сразу килограмм. Пальцы. Тут просто это уже 4-я куча такая. Пальцев моря. Ну я не знаю, трака я только одного нашел. А где все траки? Может, они с собой забирали их? Все возможно. Ну вот мы готовы уже к переправе. Вот так вот все это дело выглядит. Тот металл сегодня, который мы копали, мы оставили его там. Ну, естественно, само собой. Прикрыли листвой, травой всякой. Потому что если переправлять его сегодня, это придется в одну сторону только полкилометра. Ну там, если на глаз смотреть, ну килограммов 400. Один цилиндр чего только стоит. Можно было бы проехать и машиной. Но мы смотрели подъезд там по полю. Ну поле, грязь сплошная. Это только если ехать Нивой. В следующий раз мы и приедем. Потому что там еще копать не перекопать. Ну, взял с собой немножко металла. Это я тут недалеко накопал, вот, можно сказать, в этом пятаке. Наша цель сейчас пообедать. И продолжим поиски после обеда. Понадобится лодка опять. Будем переплывать с другой стороны. Ну все, я сейчас ставлю мотор на лодку и поплыли. Ням-ням-ням. Пельмешки домашние. О, слиплись. Хорошо поработали. Хорошо и покушать надо. Конечно, можно было и что-нибудь забодяжить. Супа и кого-нибудь. Ну, мы на быструю руку, чтобы больше времени осталось на коп. Ну все, всем приятного аппетита. А мы обедать. Поменялись у нас немножко планы. Точнее, нам их сбили. Подъехали к тому месту, где хотели переправиться. Ну, на поле смотрим. Эти стоят искусственные утки. Как они там, подсадные или манок, или как они называются.
ну, подумали, не будем мешать человеку. Там его, видно, и машина стояла. Видно, человек на охоте. Зачем ему мешать? Человек заплатил за лицензию. Да, думаем, вот в лес пройтись. Прошлись вдоль поля. Тут видно какое-то озеро. Может, когда-то водоем пожарный был. Лес, наверное, вырезали. Но вот трос пока что. Палец. Ну, все ясно. Значит, была техника работала. Вот такой трансформатор. Открыла, тут катушка меди. Уже неплохо. Ну, небольшая. Грамм 150-200 меди будет. Ну, трос такой уже более современный. Сейчас идем дальше искать. Что-то жирное попалось. Похоже, наверное, на трак. Или что это? Да, наверное, трак. А кто ж тебя так глубоко туда загнал?